Доброго времени суток. Если вы посмотрели каких-то блогеров, которые создают IT-проект, IT-продукт за 5 или за 20 минут вы попробовали, и у вас не получилось, не расстраивайтесь. Вы посмотрите, добро пожаловать на мой канал, вы посмотрите видео на моем канале, и у вас получится создать свой IT-продукт. Если нравится, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, пожалуйста. Что у нас сегодня? Раньше, в предыдущих видео, я пытался за 24 часа сделать максимум работы и сделать коммит в международный проект Paperclip. А сейчас у меня противоположная задача. Я хочу максимально автономно, максимально лениво сделать контрибуцию в вот этот вот международный проект Paperclip. И для этого я буду использовать сам Paperclip. И в том числе я буду использовать ZAI, который уже купил, и у меня подписка на 3 месяца, на квартал. Поэтому мы попытаемся его использовать внутри Paperclip для того, чтобы просто посмотреть, что и как. Если вы не смотрели предыдущие видео на канале, которые размещены здесь в плейлист, и локализация, командная разработка в GitHub и QA тоже содержит, в основном локализация, командная разработка в GitHub. Если вы эту серию не смотрели, то я напомню, что там было. Значит, здесь на порт 3105 я развернул тестовое окружение. Оно тянет кодовую базу из Paperclip Fork, из этого проекта. Получается, что я сделал? Я зашел на официальный Paperclip и вот здесь вот сделал форк. Так у меня получилась полная актуальная версия последнего Paperclip у меня в подконтрольном мне кодовом пространстве, и я здесь имею возможность сохранять свой код. Здесь я делаю коммиты, и они сохраняются, то есть я уже могу сохранить какую-то версию моего кода. Что у меня произошло? Я когда делал по-быстрому код, то в конце он у меня стерся. И поэтому я очень расстроился по этому поводу. И опять заново захотел вернуться к Paperclip, потому что Paperclip вроде бы он дает возможность автономно создавать код. И у меня есть искусственный интеллект ZAI, который просто простаивает. И у меня есть Paperclip, который оркестратор должен все делать. Я сейчас вот здесь нахожусь на второй машине. Я хочу на втором ноутбуке просто все запустить, чтобы оно просто выполнялось. А я посмотрю вообще, насколько это все актуально. Чтобы поднялся здесь наш оркестратор, я захожу на эту машину и запускаю вот этот файл, который запускает сервак на этом порту. Вот он запустился. Я думаю, что я сейчас могу туда вернуться, обновить, и он уже заработает. Сейчас у меня здесь гендиректор подключен на модель Cloud Code, но я сейчас хочу все переделать полностью на модель ZAI. Я надеюсь, у меня это все получится. Так, вначале я сохраню, что вот это у меня так отображаются. Да, вот здесь вот отображаются команды, которые я ввожу. Я сохраню порт 3100.
Наверное, сочетания клавиш не передаются из моего компьютера на тот удаленный компьютер. Я хочу создать полностью новую компанию, и она будет ZAI рулит. Контрибуция в скрепку. А Paperclip — это скрепка. Только на ZAI. Я хочу так сделать. Клацаю дальше, и гендира мы нанимаем. Я здесь изначально менял там директор, его называл, но везде в системе зашито пока что это CEO, то есть генеральный директор или исполнительный директор. И, наверное, я это не буду никак менять, мне чуть-чуть мелковато я сделаю больше. Так, почему... ну да, здесь указан Cloud Code, и он как бы рекомендуемый. Ну вот мы настроили Hermes агента. Где мы настроили Hermes агента, вы можете глянуть в плейлист, который называется вот этот ZAI, Minimax, Paperclip. То есть там вот мы настроили связку, что из винды поднимается виртуальный Linux и отрабатывает Hermes. Ну, отрабатывает или нет, мы сейчас еще посмотрим. Вот и смотрим. Пробуем так запустить просто Hermes. И посмотреть, работает ли он там просто в командной строке. Да, просто в командной строке запускается аналог Сонета, версия 4.6. Ну, здесь я его закрою, потому что мне надо, чтобы он здесь работал. Я надеюсь, что default model это будет адекватно, потому что изначально... Так, все плохо, ничего не работает, ничего не подключено. Ну, не знаю, я хочу продолжить и попытаюсь нажать просто дальше. Найми своего первого инженера. Я бы, наверное, уже давал другое задание. То есть есть тестировщик браузера. Нанять тестировщика браузера, который будет открывать браузер, тестировать и делать пометки. И мы уже определились, что плохо работает сейчас Paperclip с русским языком. То есть если давать задание на русском, то потом он пытается тоже на русском продолжить эти задачи, но там возникают какие-то там просто вопросительные знаки, которые абсолютно нечитаемы, и субагенты с этим не справляются, поэтому мы уже начинаем писать все на английском языке, к сожалению. Необходимо нанять агента, который будет заходить в браузер на локальной машине и анализировать контент, который там отображается. Нужно, чтобы он искал везде, где зашиты английские символы, находил CSS-селектор, находил полностью HTML-элемент и сохранял их в какой-то отдельный документ внутри проекта, где проект находится, я скажу. Вот такое вот задание мы дадим. То есть мы, когда вручную это все делали, мы уже исследовали, что корректно Cloud Code работает, и искусственный интеллект корректно работает, если мы находим CSS-селектор, если мы находим HTML-элемент полностью. Да? Тоже на английском. Пробуем это создать.
Сейчас зайдем в директора нашего, CEO, и посмотрим его настройки. Так, здесь не прописаны API-ключи и не описана наша обертка. Я это сделаю, можно сказать, при вас. Сделаю то, что можно делать при вас. Я зайду и посмотрю, какие у нас там были описания в других компаниях. Hermes Dev, Configuration. И вот это нашу обертку, которую мы вот здесь вот сделали, вот здесь вот, то я ее просто копирую. Она нужна для корректной работы. Вот сейчас мы пытаемся затестировать Гермеса. У нас ничего не работает. Мы вставляем нашу обертку, нажимаем «Сохранить» и нажимаем опять, ну то есть «Info», и грубое предупреждение и подсказка. А сейчас мы пробуем затестировать окружение с обвязкой, но без ключей. Тоже ничего не работает. Хорошо. Тогда мы... Так, я хочу, чтобы действительно дефолтную использовали. Насчет вот этих вот добавления ключей, здесь я, когда начинаю копировать, то они показываются полностью. Поэтому, чтобы их не показывать полностью, мне придется ненадолго выключить запись. Прошу за это прощения. Вот я, получается, не сохранил. Надо каждый раз сохранять, когда вносится какое-то изменение. Хорошо, буду знать. Так, сохраняю и ненадолго останавливаю запись, чтобы скопировать мои ключи и вставить их сюда. Так, ключи я вставил, сохраняю и держу пальцы скрещенными, тестируем окружение, сработает ли наша обвязка. Все красивенькое, все сработало, то есть то, как мы здесь настроили ZAI Minimax, все у нас работает. Это достаточно сложно было, потому что здесь мы находимся в Windows. Hermes работает из-под Linux. И из-под Linux он подвязывает под себя модель ZAI или Minimax, все равно. И получается, нужно прокинуть такую связку, что Paperclip посылает запросы в терминал в Linux на винде. Linux, в свою очередь, обращается благодаря вот этой обвязке и API-ключам в Китае к ZAI модельке. Моделька отвечает и запрашивает локально вот этот вот наш сервак Paperclip на винде. То есть Linux должен обратиться к вот этому адресу и увидеть JSON формат, в котором расписаны задачи для конкретного агента, что он должен делать и какие у него приоритеты. Вот, и исходя из этого он уже повторно посылает в ZAI в Китае запрос, и уже какие-то ответы возвращаются. Хорошо. Значит, вначале мы пообщаемся с нашим CEO, если это возможно. Значит, что я хочу, чтобы он сделал? Я хочу ему сказать, где находится проект. Ctrl-Shift-C. Полностью копируется адресная ссылка из PageArm. И идем в наш Paperclip. Как мне пообщаться? Окей, у нас здесь есть неуспешно поднятый директор. Насчет найма человека. Мы создаем ему новую задачу. Сюда скопирую, где находится проект, и надиктую, что необходимо сделать.
общие сведения про проект. По этой ссылке находится кодовая база проекта, который мы будем делать. И здесь мы будем как-то писать и менять код для целей локализации. Ты можешь ознакомиться с тем, что уже сделано. Я тебе сейчас дам конкретную ссылку на локализацию. Весь проект читать нет смысла. Это просто нецелесообразно. Но общее представление о проекте ты можешь себе составить. Также я тебе предлагаю составить дизайн проекта, чтобы в следующий раз, когда у тебя закончится память и контекст, чтобы ты мог посмотреть всего лишь один файл, и ты вспомнил, что это за проект, и какие у него части есть, и как они между собой взаимосвязаны. Так, это тоже закидываем на перевод и копируем уже то, что есть. Это название задачи, это описание про проект. Я не читаю, он обычно корректно переводит. То есть здесь я не вижу необходимости переводить. А сейчас я придумаю, где бы здесь у нас было то, что мы хотим делать. Вот здесь вот темповскую папочку я создал. Сейчас ее я ему скормлю. Я хочу, чтобы ты дизайн проекта создавал вот в этой папке temp, точную ссылку на которую я тебе сбросил. Что должно быть в дизайне проекта? Должно быть указано, за какую вкладку, какой URL и какие файлы в кодовой базе отвечают за этот конкретный URL. А может быть, это будет даже и полезный файл. Может быть, даже его и надо оставить в нашей публикации. Так, после того, как я ему скажу, где этот URL, ему необходимо сообщить, где находится сервак, на котором надо все тестировать. Вот такая вот длинная задача получается у нас. Значит, если здесь 3100 порт, то здесь у нас 3105. Так, если мы возьмем и сотрем действительно вот это вот все, и зайдем по самой ссылке, нас должно перекинуть в дашборд, в обзорную панель. Да, хорошо. То есть редирект сработал, то есть действительно можно его направлять сюда. Единственное, тут вот я еще не отследил как, но постоянно вот эти вот 3 буквы меняются в зависимости от проекта. То есть если здесь появляется новый проект, то вот этот идентификатор из 3 букв, он меняется. Поэтому, может быть, все-таки дизайн проекта, будет ли он постоянным. То есть, наверное, вот эта вот часть постоянная, вот эта вот часть, она постоянная, и переменная в зависимости от проекта будет вот это вот в середине. То есть, возможно, как-то мы сможем использовать этот файл, дизайн проекта, но, может быть, не полностью. Так, это здесь у нас тестовое, то, что мы будем пилить и делать, а вот отсюда мы будем управлять, да? Так, вот здесь вот у нас находится
Здесь у нас находится тестовый сервер, который необходимо исследовать тестировщику на предмет английских слов, на предмет локализации. Я даже не знаю, то есть, когда задаю вопросы, а в чем сложность? У клауда больший контекст, и я могу туда сильно больше всего чего-то накидывать и понимаю, что он удерживает в контексте. У ZAI у меня куплена самая дешевая подписка, которая есть. И я попытался с ней покодить, и я уперся в лимиты мгновенно. Ну, прямо мгновенно. Поэтому я очень скрупулезно вот выписываю первое действие, чтобы у нас гендир что-то помнил. И, наверное, Assigny, CEO, Search Project. Кстати, тут нельзя Project, да, выбрать. Его надо создавать в какой-то отдельной вкладке. Ну ладно, пусть будет онбординг. Create issue, и я надеюсь, она сразу пойдет в исполнение. Так, мне интересно, как в ZAI узнавать, сколько у нас осталось лимитов. Ну ладно, в принципе, мне не важно это, то, чтобы я в эту задачу не закопался. Просто посмотрим, как оно сработает. То есть здесь у нас директор должен работать на ZAI. Сейчас зайдем, посмотрим конфигурацию. Здесь уже прописано, API прописаны, тестируем environment. Все красивенькое, зелененькое. Run fail, adapter failed. View run. Окей, покажи мне, что падает. Run started, run fail. А где логи? System updated ZAI 2. Уже было что-то не красное, а такое приятное вроде бы. In progress. In progress adapter failed. Как посмотреть, интересно, более полные логи, что там произошло? Да, вот вообще не хотел уткнуться в настройку ZAI и Paperclip, их связки. Там и так уже длинные видео, как мы там все настраивали. Detect model, default. Размышлятельные. Medium. Can create new agents, да. Can assign tasks, да. Может назначать задачи, может создавать агентов. Это работает, и environment поднимается. Зелененькое все. В терминале мы оттестировали, что он работает. Это наш paperclip крутится там. По-моему, в issues, когда мы заходим,
Где-то там были вот все задачи. Routines, goals, issues, окей. Допустим, мы заходим сюда. Блокировано, то есть он не может выполнить. И надо посмотреть, по-моему, это называлось RAW. То есть полные логи того, что происходило. Failed. View run. Ага, вот, view run. Хорошо, да, по-моему, это... И отсюда как-то можно еще более глубоко посмотреть. Вот. То есть это в сокращенном красивеньком виде, а вот это полные логи, что происходило. Гермес, timeout, false. Unexpected EOF while looking for matching. Так, давайте посмотрим, то есть какая у нас обвязка. Здесь она идет Гермес Экзе, да, это уже последний. Здесь у нас тоже, соответственно, Гермес Экзе, да. Вроде бы с кавычками мы уже там все порешали. И должно быть все хорошо с кавычками. Чтобы глубоко не заходить в исследование, что здесь не так. Ну, хотя можно, да, глянуть, что здесь не так. По-быстрому, если. Десять слов о коде. Гермес запустился, но баш вернул ошибку синтаксиса, незакрытая кавычка. То есть наша обвязка какая-то не такая, то есть она не срабатывает. Где мы пилили эту обвязку? Мы ее пилили в Paperclip Hermes Paperclip Adapter Integration. Новое окно, чтобы это у нас все было. Здесь запустим клауды. И скажем ему, что случилось. Значит, у нас здесь действующая модель здесь. И здесь что-то у нас сломалось. Мы ему об этом скажем. Sonnet 4.6, да? Средняя моделька и усилия средние. Мы запускаем в рамках нашего проекта, где мы... Этот проект, он доступен для вас для скачивания. Он находится... Он находится ZAI плейлист. И здесь инструкция для вашего ИИ. Инструкция для вашего ИИ, как установить Paperclip. Если зайти в эту вкладку, то в описании здесь вот будет ссылка на GitHub. Вы просто берете вот эту ссылку, копируете и вставляете в ваш ИИ, и он все уже отсюда берет и вам помогает настраивать. Так, что у нас? Он думает. Какая у меня стратегия? Если изначально я хотел максимум своих трудовых ресурсов влить и выполнить за
просто за 24 часа хотел выполнить задачу, контрибуцию в международный проект. То сейчас, что мы делаем в этом видео, я хочу настроить, чтобы Гермес с ZAI самостоятельно все выполняли. Потому что я для своих задач в основном использую клауды. И у меня ZAI оплачен и простаивает. Обидно ведь, да? Вот, и я хочу заставить его работать. То есть часть работы я уже сделал с Cloud Code. И я сохранился, то есть я залился на Git. И после того, как я уже залился на Git и все сохранил, то я могу уже просто запустить его. Если что-то сломает, ну ничего, я откачусь. Если что-нибудь полезное сделает, ну хорошо, значит простаивать не будет. Вот. И для этого необходимо сейчас разрешить вот этот конфликт. То есть там какие-то были кавычки, которые не закрыты. И не стартует даже первая задача по гендиру. А гендир должен нанять просто тестировщика, который будет заходить на локальный сервер, на локальной машине и искать недопереведенные слова. Недопереведенные. Да, шикарные слова. Сегодня, конечно, хотел использовать клауды для других задач, но расходую на вот то, чтобы поднять автономного агента. Ну, посмотрим, вообще получится или нет. Это удаленная машина. Просто на ней я уже поднимал эту всю связку, записываю, веду трансляцию, запись с другой машины. Project Design Docs for more context. Да, кстати, мы здесь создавали Project Design, так что, может быть, ему чуть-чуть легче будет. Вот он, документик. Кстати, интересно, мы ссылаемся именно на него. Ну да, похоже. И тут какой-то экзешник должен быть. Сгенерированный вот этот дист, Hermes Exe. Он просто для интереса даже проверим. Где у нас CEO? Мы уже внутри него. Нет, это внутри задачи. Configuration. Да, вот он дист. И вот этот Hermes, который создан. Да, я, кстати, забыл. У нас, получается, еще логи пишутся и последний запуск TXT. То есть у нас так достаточно прикольно создан проект. А что он тут читает, если тут ничего не было? Это какая дата? 17-я. Сегодня 25-е, и 25-го ничего не запускалось. Так что он читает, обманывает нас. Это пустой файл, а что он там читает так долго? Ну, циферки идут, значит, он не завис.
Так, гляну еще раз нашу задачу. Может быть, задача... Чем отличается эта задача от других задач? Она отличается тем, что у нас есть ссылки. То есть обычно это был просто текст. Давайте попробуем использовать не вот эту вот штуку, а именно найм сотрудника. То есть у нас был дополнительный issue, дополнительная задача. Так, это new, это inbox. И вот это первое. Запустить найм человека. Когда я запускаю to-do, он автоматически должен подхватить ее, запустить в in progress и начать что-то делать. То есть сейчас мы так вот локально тестируем, в чем проблема. То есть ломает ли нашу связку. А ссылка нет, тоже не запустилась. Тоже не отработала. Заблокировано. You updated this task just now. Status blocked. To do. View run. Ну да, постоянно адаптер падает. Независимо от того, какая задача. Вот наша задача нанять первого сотрудника, и она тоже падает. Так, основание прочитал, debug log, нашел точное место ошибки. Из лога видно два четких паттерна. Так, ну, я ему разрешу все делать, а потом будем читать. Корень ошибки, шаг 3. Запускает VSL Python 3 C Py7D, где Py7D содержит кавычку. Windows Subprocess упаковывает это в Windows Command Line C, а AWS передает их через bash. Так. Который получает несбалансированные кавычки. А вторая проблема, текущий степ 3, вызывает Hermes Chat QPrompt, YOLO без M-провайдер флагов, которые Paperclip передает. Вот это то, что у нас моделька была не выбрана. MZAI. 4.5 я хочу использовать 4.6. Так. Хочу использовать не ZAI 4.5, а модель 4.6. Экзо пересобран успешно. Давай проверю итоговый код, измененные секции. Все хорошо, теперь сохраним память проекта и закончим изменения. Сейчас еще поменяем модельку. Ну и проверим. И проверим. Директор наш, конфигурация. Появилась ли тут какая-то моделька и должна ли она тут появиться? Модельки не вижу. Да. Вот GLM 4.5 Flash надо заменить на GLM 4.6. Нужно сменить модель в двух местах. Более умная модель с точки зрения создания кода, и быстрее заканчиваются лимиты на ней.
по сравнению с 4.5. Дай текст коммита. И сразу я залью вам, чтобы обновить эту инструкцию, которая вам доступна онлайн. Так, сейчас вначале сделаем коммит, чтобы залить нужные файлы вам. Hermes YAML и launch Hermes Py. Что-то оно как-то или не скопировалось, или и не сохраняется. Ну окей. А это удаленная машина, то есть там может что-то не работать. Как-то оно вообще некрасиво все сделано. Выделить все не работает. А это выделяет не все. Так, я прошу прощения за уведомления, я их не выключил. В любом случае, это, скорее всего, робот будет читать ваш. Поэтому можно и с такими штуками сделать. Так. И сейчас посмотрим. Тебе нужно обновить VSL конфигурацию вручную. Если конфигурация в VSL Hermes Config YAML сейчас содержит старую модель или Entropic Provider, set команда только изменит строку Model, но не Provider. Рекомендую проверить. Так, ну давайте проверим. Но у нас там по умолчанию и так задавалась правильная моделька. Это оно просто подтягивает сюда. Не так. Так, нам что-то много всего ответило. Наверное, вот так вот все скопируем. А когда клацаю правой кнопкой, то выделение слетает наоборот. А мне хочется это скопировать. Копировать и вставить. Нужно ли мне что-то делать? Ну, тут провайдеры, которые поддерживаются, но у нас и так ZAI провайдер был, поэтому я думаю, что все нормально. Kimi, Minimax, OpenAI Codex. Странно, интересно, что здесь написано. Что он как-то использует где-то Gemini 2.5 Flash, гугловский через какой-то Open Router. Нет, это просто он говорит о своих настройках самого Гермеса, как я понимаю. Так, основание прочитал. Конфиг уже в порядке. Стоял правильно. Но вижу потенциальную проблему. По логам Paperclip передает флаги. Так, вначале... ну тут нечего подтверждать. Ладно, подтвердим и почитаем. Так, флаги MZII
GLM 4.5 Flash, провайдер ZAI, а мой фикс их пробрасывает. Гермес будет использовать 4.5 Flash вместо 4.6 из конфига. Нужно скорректировать код. Пробрасываем все флаги Paperclip, кроме M и провайдер. Модель берется из VSL конфига, где уже стоит 4.6. Готово, ничего делать не нужно. Нужно ли что-то дополнить в readme, чтобы и у зрителей все хорошо получилось, или там уже актуальные данные? Так, давайте вначале посмотрим, не сломалось ли здесь. Во всяком случае, до того, как мы все меняли, у нас здесь зелененьким все было хорошо. Теперь мы заходим в Issues, и я хочу вначале, чтобы он посмотрел просто проект, и уже после этого нанимал более осмысленно сотрудника первого. Потому что он должен понимать, где сервак, куда что писать и где проект с кодом. Что-то запускается. Обвалилось. Смотрим, где и что. Ро. Так, это 342 строки скопировалось, это не то. Тут сильно меньше явно. Копировать. Вставить. Посмотри. Логи Paperclip. Найди этот отчет. Пойми, что не так. Я раньше подумал, что он сказал, что все уже готово и все хорошо могу запускать. Но он еще, оказывается, планировал что-то много всего менять. Мы ему закинули тот ответ и просим посмотреть напрямую в Paperclip. Не в наших логах, потому что у нас логи пишутся в случае успешного запуска и когда уже Гермес поднялся, потому что раньше таких проблем не было замечено, не наблюдалось. Разрешим. Так, разрешим. Ну да, логи Paperclip пусть почитает, что там отвалилось у нас. Может быть, отдельный открыть, который будет читать коммиты и писать их.
Или уже тут закончить? Думал, будет короткое видео. Создам задачу, которая будет автоматически выполняться, и возникли сложности с окружением. Получается, он ищет и не может найти, где paperclip, как я понимаю, где его базы данных и логи. То есть пока что он ищет, а надо его попросить, чтобы он это сохранил. Добавь в readme, где находится у меня логи об ошибках paperclip, исходя из моего пути. В проект дизайн внеси, где искать базу данных paperclip, где искать логи, чтобы ты уже с первого раза сразу знал, куда идти искать. Ты сейчас их долго искал, и, я так понимаю, нашел, поэтому внеси это в проект дизайна и назови как-то так, что стандартный путь хранения, ну, перечисли, что где хранится, и напиши, что имя пользователя у вас может быть другое. Так, да, и пусть вот это еще сохранит. Нашел важное, в PAS есть триггер MES 7D, в том числе посторонние, проверю их. Мгм. Надо ему объяснить, что и как происходит. У нас есть 3 отдельных paperclip. Первый управляющий на 3100 с отдельной базой данных. Есть тестовый 3101 порт. И есть тот, который мы сейчас вот активно пилим и делаем отдельный 3105 порт. Вот это хорошо, это нормально, я так хотел, и мне так нужно, чтобы было 3 отдельных paperclip у меня. Управляющий файл, который необходимо смотреть, он по стандартному пути paperclip 3100. Он управляет системой, и он управляет агентами. То есть мы стараемся взаимодействовать с ним, и у пользователей тоже будет Hermes, ZAI и Paperclip в стандартном месте, поэтому нас интересует в рамках исправления вот этих вот ошибок и кода только вот этот вот один сервак локальный. Поясним ему, бедняжечки, что происходит, чтобы он знал и понимал контекст происходящего. Так, высокие усилия я обычно медиум усилия ему устанавливал. Ну ладно.
Так, efforts. Я нажимаю табуляцию. Ага, и он здесь предлагает варианты. Я бы установил на medium. Так, сейчас здесь high. Это он все ищет. Один из пользователей, зрителей, предложил вариант, чтобы не мучиться со связками Windows и Linux, что Paperclip сразу устанавливать на Linux, чтобы не пробрасывать связку вот это Windows, Linux, Linux, Windows. А если будут действительно такие сложности повторяться, то, возможно, это будет целесообразно. Но пока у нас в кавычках все работает, то хочется уже здесь, чтобы все работало, и не трогать, и не дышать на него, вот, чтобы оно адекватно работало, но надо, чтобы оно работало. Но да, в принципе, идея была правильная и зрелая. Так что спасибо за ваш комментарий. Я читаю, обдумываю целесообразность. Возможно, она есть или будет. Так, он, получается, нашел стандартный путь, где зашиты окружения, компании, конфигурация, данные, база данных, логи, проекты. Так, это что он меняет? Проект дизайна обновляет. Ну да, потому что он тратит много времени и токенов. Оно лежит все в стандартных местах, где необходимо это все. Вот, да. Ну, супер. Теперь мы уже это один раз, ну и у вас это тоже появится, то есть у вас это тоже результат будет, если вы стягиваете периодически проект, он обновляется, как вы видите. Так, HTTP без записи о запуске Гермес. Ошибка запуска Гермес всегда в лог Гермес Launch Debug нашего проекта. Так, дай текст коммита. На всякий случай сохранимся. И попробуем запустить эту задачу, так как она тут запускается. ZTI, да, вторая задача, попробовать запустить. Также падает. Ошибка та же самая.
И повторно он попытался запустить то же самое, да? А что значит выполняется? Тут же уже она заблокирована. Большой такой текст. Сочетание клавиш не работает на удаленной машине, по-видимому. Прочитай логи неуспешных запусков PR клип задач. Та же ошибка. Секунду назад. Ну, давайте ему скопируем эту ошибку, чтобы он ее прочитал. Код обновился, но все равно есть. Что-то фиксим, а что-то еще не до конца работает. Но хотя бы мы сохранили прогресс. Наш дебаг-лог, я думаю, до него не дошло. Он просто не запустился. Наш пишется, когда уже все запустилось. Так, критично в дебаг-логе нет ни одной записи за сегодня. Вообще не вызывается. Paperclip использует что-то другое. Ищу встроенный Hermes адаптер в Paperclip. Да, там что-то были какие-то настройки, до которых мы не могли дотянуться, по-моему. Хотя окружение мы тестируем, и оно срабатывает. Да-да-да, там вот что-то было такое насчет встроенных Hermes адаптеров Paperclip. Да, я вспомнил, что из настроек самого адаптера в UI Paperclip я не все могу изменить, и там в базе данных старые пути остаются, которые нужно как-то вручную перепрописывать. Добавь эту, пожалуйста, информацию, если это я правильно помню, если именно это ты сейчас делаешь, то добавь, пожалуйста, эту информацию в README для того, чтобы искусственные интеллекты наших зрителей тоже знали об этой информации, об этом, ну, маленьком таком вот особенности, баге Paperclip, по которой где-то там в базе данных зашита какая-то еще строка, через что срабатывает обертка. Так, вставим. О чем сейчас речь? Речь о том, что вот здесь вот конфигурация, и вот этот вот путь, несмотря на то, что он правильно прописан, ну давайте просто проверим, зачем нам размышлять. Мы копируем память, заходим сюда, нажимаем Ctrl-F, так, Ctrl-F. Сочетания вообще не хотят срабатывать. Как включить сочетание?
Так, где тут find? Ctrl-F я помню, а где физически? Find. Мгм. Да, find. Ctrl-F. Или может быть он у нас появился, но мы его не увидели или нет? Paste. Так, у нас копируется не то, что у нас... Delete. Delete работает. А Ctrl-Shift-C копирует ли paste? Есть ли тут paste? Paste. Ctrl-Z. Ctrl-Z не работает тоже. Backspace работает. Хорошо. Копировать путь. Абсолютный путь. Скопировали абсолютный путь. Идем сюда. Вставить. Ну, то есть полное соответствие. Найдено. То есть все правильно. Что у нас здесь? Тут как-то все, по-моему, обновилось. Может, у него забился контекст, и он... Да, вот, компактинг. Это уже новая сущность с нами общается, которая могла многое забыть. Подсказки пошли уже на английском языке. Где действительно и находится все. Давайте поищу. Ну, то есть это разные места. Здесь прописывается, откуда идет тест environment, а внутри в базе данных не меняется вот этот вот адаптер, не прописывается, то есть просто не прописан наш адаптер. И его надо вручную, получается, там ну или через искусственный интеллект, который внутри CLI, Command Line интерфейс, подменить, и должно все взлететь, я думаю. Добавь в readme файл, где вот этот вот, где вот это в базе данных вручную необходимо менять место. Ну, вручную искусственному интеллекту нужно поменять связку на ссылку на нашу обвязку exe файл, чтобы все сработало. Потому что я так понимаю, что из-за того, что тест environment хорошо проходит, но это через UI, а там, где вызывается непосредственно сама модель, то это отдельное место, куда доступ руками нету, и там эта связка как-то не работает, падает. Добавь ссылку, где это, и напиши это в дизайн документ и в readme. Я тут мучаюсь, страдаю с этой штукой. Вы смотрите, надеюсь, интересно. В результате уже у вас будет обновленный файл, то есть вы просто зайдете, скачаете его, и у вас все должно быть адекватненько.
То есть просто сюда кликните, и у вас будет уже по вот этой вот ссылке, ссылку просто скормите яишки, она зайдет в интернет, прочитает все эти файлы. Вот 9 минут назад поменялись файлы, то есть здесь обновляется проект по мере того, как мы сталкиваемся с какими-то особенностями. Теперь я имею полную картину, говорит. Он нашел нашего CEO, настройки адаптера, и сейчас вот выясняет. Ну, мне интересно. Ctrl-O, да, покажи мне, что там. Такое вот имя у CEO, чтобы он был уникальным. Я надеюсь, он нашел правильного CEO. А в предыдущих моментах мы его переименовывали как директора, может быть, да, там, как что-то такое. Здесь у нас... А как-то они, по-моему, последовательности поменялись. То есть последняя была новая наша компания, а сейчас последняя идет другая компания. ZAI рулит это предпоследним стало CEO. Здесь CEO, CTO, Hermes Dev. Это вообще была самая первая. Paperclip Dev. А здесь все переименованы. Да, здесь все с уникальными именами. Здесь ни одного нету. То есть здесь CEO есть, который может путаться с вот этим гендиром. Разные ключи. Ищет, как работает. Гермес. Откуда что куда пробрасывает. Проходится по всей цепочке. То есть как вызывает Paperclip агента Гермес. И вот так вот по цепочке идет. Ну, молодец, конечно. Для полного эксперимента и сравнения, конечно, хотелось бы купить тоже максимальную версию ZAI, чтобы полноценно сравнивать Cloud Code с ZAI. Но для начала я хочу его тестировать просто на какой-то задаче. Просто на какой-то задаче на минимальной подписке, потому что сказано, что вроде бы там чуть ли не в 3 раза больше запросов можно делать с минимальной подпиской Cloud Code.
и с минимальной подпиской ZAI. Но на практике я этого еще не увидел. То есть если у меня 5 раз больше запросов, чем в профессиональной версии на моем Cloud Code, а у ZAI он говорит, что в 3 раза больше, чем базовая подписка Pro, то где-то должно быть больше 50%, чем здесь. Но это точно не так. Это точно не так. Я попытался языки просто попереводить в Paperclip, и он... Ну, я сразу запустил в 3 диалоговых окнах 3 языка попереводить, и он сдох, то есть он говорит, закончились лимиты. Так, что это он такое большое? А, это он readme меняет. Падает, не применяется. Это известный баг Paperclip. После Hermes Command в UI сохраняется в базу данных под ключом Hermes Command, но если агент созданный ранее или конфиг редактируется вручную в базе, может лежать старый ключ Command. Вот у нас теперь уже есть конкретный, читает только конфиг Hermes Command, если его нет, путь игнорируем, а вместо него берется Hermes из PAS. Проверяет, что реально лежит в базе данных. Так, проект дизайна он тоже меняет. Первый. Сломан. Окей. Интересно, что такое первый. И интересно, что такое сломан. Находим первые CMD в PAS директориях по порядку расширений exe CMD BAT. Первым находится наш проектный Hermes CMD баг. Command versus Hermes Command в адаптере config. Симптом Test Environment UI проходит, но реальный запуск агента падает с ошибкой bash или игнорирует dist Hermes exe. Причина UI-формат передает путь к Hermes бинарику в поле с именем command. Build Hermes из Hermes Paperclip O. Ну вот мы уже зашили это вам, чтобы ваш ИИ все понимал, как там у них чуть-чуть сломано внутри. Сохраняется как Hermes Command. Но если агент был создан раньше, до текущей версии адаптера или через прямое редактирование в базе данных PostgreSQL, может лежать старый ключ команд вместо Hermes Command. Код execute.js читает только конфиг Hermes Command. Если его нет, путь к exe игнорируется. Вместо него берется дефолтный Hermes из PAS. Как проверить? Окей. Хорошо. Хорошо. Получается действительно вот эта вот ошибка, что отсюда оно подтягивается к тесту окружения, но при этом, когда запускает агента, то он берет просто из сохраненного в базу данных и не сохраняет из UI-ки. Просто, наверное, от команды Paperclip мало кто уделяет большое внимание именно Hermes агенту. Возможно, потому что с Cloud Code все работает корректно из коробки, как с базовой моделью
на которой пилит непосредственно сам учредитель, создатель, фаундер. Так, ну, неизвестно. Давайте мы вначале оттестируем. Заходим в наши задачи. Вторая задача. И закидываем ее в туду. Но на всякий случай попросим его сделать... Да, текст комита. Ну, то есть, да, он описывает, что тест окружения проходит, а по факту а, вот он себя вписывает как соавтора. И так получается, что у вас уже в проекте кто-то еще дополнительно, если вы просто ему поручаете делать коммиты, а не вручную их делаете. Мгм. Копировать, вставить, commit and push. Ну, и я надеюсь, что он в базе данных что-то там поменял. Вот, задача вроде бы выполняется. Это уже интереснее. Ну вот это вот наши открытые задачи. Вот выполняемая задача в хорошем режиме и в чистом режиме. Запускается моделька. Но больше вы увидите непосредственно в нашей обертке, обвязке. Вот последний запуск. Вот все, что выводится в Linux в командной строке. Тоже мы увидели там. Так, ну, во всяком случае, запустился. И ждем ответа Гермеса. Система запустилась. Должно быть больше каких-то сообщений. Я привык, что сообщений больше. Так, ну давайте, да, сердцебиение глянем. Сердцебиение — это полностью выписанная наша задача. Она состоит из того, что пробрасывается в Linux ссылку на то, где искать все задачи, расписанные на него. General information about your project done. И какой-то ответ. Ну окей, допустим, nice. А это что он запустил? Тоже вторая задача. Так если вторая задача уже была запущена.
и она успешная. Почему она запустилась второй раз? Давайте посмотрим инбокс. Длинный какой-то большой ответ. Так, Temp Project Design MD. То есть он говорит, что он создал Project Design MD. А не создал, а смотрит, что там уже есть. А разве у нас был там Project Design? Так, где наш форк? Нет, он его создал. И он сюда прописал какую-то информацию. То есть ZAI уже нам что-нибудь сделал. Ну и написал достаточно большой файл, в котором описана структура, где что хранится. Я очень надеюсь, что это как-то поможет. А мы сразу это закоммитим. Тут на английском буду писать, потому что эти коммиты могут увидеть в международной команде. Должно подтягиваться. Чего оно не подтягивается? Подтягивайся давай. Add Project Design MD. Да, commit and push. Push. Так, и что он второй раз выполняет? Вроде бы в первый раз. И он запускает какого-то агента. Смотрим dashboard. Смотрим inbox. То есть он не нанимал. Туду. Если ты уже знаешь проект, то найми чувака. Найми агента. В последнем нашем сообщении мы добавили просто информацию, проект дизайн и в README, а все остальное было выполнено в командной строке, то есть просто перепрописали в базе данных ссылку к нашей обвязке. Закрывать этот проект. Все залито. Я бы, наверное, закрыл этот проект. У нас уже все корректно работает. Все шевелится. Я залил, сохранил код. Поэтому конкретно этот по HR можно подзакрыть. И у нас что остается? Найм сотрудника. Как CEO сам пушит проект? Достаточно ли создать просто ищи? Найди в открытых источниках.
Ну, допустим, я так inbox. Я не вижу, чтобы тут был какой-то... еще создается. Ну, давайте тогда надиктуем новую задачу. Перезапускать тестировщика, пока не будет отчета о том, что все страницы в локальном сервере пройдены, и там нету нигде новых английских текстов, которые не внесены в карту недопереведенного. Вот такое вот название длинное у нас будет. Так, если вставить не работает, то может быть как-то просто правой кнопкой. Ну да. И здесь сюда же. Периодически будут достигнуты лимиты, и они будут возобновляться через какое-то время. Тебе необходимо пробовать через какое-то время перезапускать задачу, и лимиты возобновятся, и надо продолжить работу, пока она не будет завершена. Paste, назначить директора вне проекта и создаем задачу. Но он первую еще задачу не выполнил, то есть не создал нового агента. Ну, то есть вот, да, ZAI, он работает, можно сказать, медленно. Но если он будет и сможет работать автономно, если он будет давать результат, то, ну, это будет неважно. А что меня чуть-чуть раздражает, то есть вот тут вот висит единичка. А когда раньше я заходил... исправили. О, классно. То есть я прочитал, и оно исчезло из входящих непрочитанных. Класс. Наконец-то. До этого у меня был какой-то глюк, что в инбоксах они все висели, даже несмотря на то, что я их захожу и читаю. А что ему здесь, получается, нужно додумать? Нужно ему додумать, что в temp необходимо создать файл, где вот этот вот будет мэппинг. Наверное, эту задачу я остановлю пока. Помещу ее в backlog. Как ее принудительно остановить? Спрятать это не идентично остановить. Blocked. Cancelled. Пусть в бэклоге, по логике вещей, CEO должен иметь доступ к бэклогу и вытащить оттуда задачу. Что мне не нравится, допустим, новый агент, который должен это все выполнять, еще не нанят, а я... Так, здесь у нас какая-то ошибка. Давайте почитаем, что там не так. Нет, все нормально, это он раздает права агенту, как я понимаю. В принципе, что я сейчас делаю? Я хочу дать второй шанс Пепперклипу.
его разрабатывали умные люди, если они через него могут работать, значит, может быть, это рабочий инструмент, и просто я в нем не до конца разобрался. Поэтому вот, можно сказать, даем Paperclip второй шанс, чтобы он показал действительно свою оркестрацию. Да, давайте посмотрим, что нам ответили. Кто пушит Paperclip? Основной контрибутор, копи... Смешно. Надо надиктовать, быстрее будет. Ты правильно понимаешь контекст насчет проекта, который я спрашиваю, но я спрашиваю с точки зрения пользователя, который использует Paperclip для разработки. Я внутри Paperclip, я установил, я развернул локальный сервер, он у меня работает, шевелится и все корректно работает. Внутри добавлен агент, CEO, генеральный директор внутри компании, виртуальной компании Zero Human Company, и он зависает. То есть он должен постоянно пинать, пушить своих субагентов, которые под ним, а он этого не делает. То есть нужно, чтобы проект был выполнен. И у меня есть первое. Все задачи отмечены ложно как выполнены, но там есть невыполненные задачи. Вот первое с этим как сражаться. И второе, когда уперся в лимиты. То есть чтобы он потом перезапускался, когда лимиты обновятся. То есть вот такие вот моменты из публичных источников, как мне быть, чтобы генеральный директор внутри Zero Human компании, внутри локального Paperclip шевелил команду под ним. Вот, нас недопоняли, потому что, ну, у меня не получалось создать действительно автономно работающую команду. Пока что не получалось. 9 минут нанимает сотрудника, что-то размышляет. Пока по-быстрому, да, будем с клауда браузерным смотреть, общаться. Отлично, теперь картина полная, разбираю. Ответь до 500 слов. Задача ложно закрытых как выполнены. Это известный баг. Агент пишет «не могу выполнить» или «нужен человек», и комментарии и задача все равно закрываются как успешные. Да, техническая родительская сессия завершается чисто. Paperclip записывает сердцебиение как успешная, хотя делегированная работа субагентом фактически не завершена. Фикс «открой задачу в UI», вручную смени статус. Вручную. Да, это прям фикс. Как сделать, чтобы все было автономно? Начни делать все вручную. Оставь SEO комментарии с явной инструкцией. Добавь правило не закрывать задачу как дан до получения подтверждения от субагента. Agents MD, вот это вот интересно, прикольно. То есть что-то добавить правило к директору, не закрывать. Так, CEO зависает и не двигает команду. Архитектурная проблема, Paperclip, иерархия. Report to управляет только правилами, но не передает сигналы вверх. CEO не узнает, что субагент завершил задачу, он просто ждет следующего heartbeat, вся цепочка стоит. Фикс зайди в настройки шестеренка heartbeat, и у субагентов может быть отключен heartbeat. Агенты часто импортируются из шаблонов. Heartbeat disabled. Включи Heartbeats для всех агентов под CEO. Убедись, что стратегия CEO была одобрена через Approve в дэшборде. Без этого CEO не начнет делегировать вообще. Уменьши интервал Heartbeat CEO, чтобы он чаще проверял статус. Так, что у нас здесь?
он что-то сделал. А мы на английском стараемся писать, чтобы не поймать ошибку с кириллицей. Все ломается, вопросами передает, не вспоминает менять кодировку. Что там, UTF-8, да, там. Какой-то аудит он закончил, причем будучи директором. 14 страниц, 150 захардкоженных текстов. Нашел строки. А что сейчас происходит? То есть задача была поручить найм сотрудника, который будет под нашим директором. Директор засучил рукава и погнал все выполнять самостоятельно. А чем это чревато? То есть нижестоящие агенты, они обычно дают какой-то ответ. И этот ответ они пишут здесь. Этот ответ, как вышестоящий, читает директор. И директор отвечает агенту. И так проект движется, да, то есть вопрос-ответ, 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 вопрос-ответ. И логика такая, что процесс движется дальше. Если директор все начинает выполнять самостоятельно, то, получается, эта логика ломается, но при этом он продолжает все выполнять. Так что я даже и не знаю. Вроде бы все прикольненько. Так, интервал heartbeat. Шестеренки, где тут какие-то шестеренки? Шестеренка. Heartbeat. Disable all. Для CEO включен. Hermes Dev. А что, у нас есть такой Hermes Dev? 8 дней назад. Так, он тянет базу данных. Так, дэшборд. Тут, наверное, введенных, исходящих, закэшировано. А где тут сердцебиение? Так, вот это инструкции, которые здесь, куда можно записать, что пока... Давайте это все скопируем. Меня интересует, что происходит по логике CEO. То есть, если есть задача, в которой нужно еще что-то дополнительно выполнять, и субагент ему напишет о том, что задача выполнена, нужно еще дополнительно выполнить раз, два, три. А если у него задача создать соответствующую задачу или вернуть на довыполнение этому же агенту, то есть есть ли тут какая-то такая вот логика и процесс прописаны? Работает сочетание клавиш, как хорошо, как удобно. Явно не описано. Давай разберем, что если чего не хватает. Должен мониторить задачи, но конкретный процесс для сценария субагент сообщил о выполнении, есть follow-up items, не описан, что не описаны пробелы. Нет, явно прописано для ситуации, когда субагент отчитался done, but also нужно сделать, SEO должен был
А, Что стоит добавить в промпт, если хочешь это починить? Когда чат отмечает задачу как выполненную с последующими пунктами, подтвердите выполнение. А, В комментарии создайте новые подзадачи для каждого последующего пункта с соответствующим исполнителем. Не открывайте заново исходную задачу, создайте новые, обновите свой собственный журнал задач. А выгоднее, наоборот, создать там же. Ну, выгоднее создать продолжение задачи там же, чтобы просто она не закрывалась, и чтобы тот же агент продолжал выполнять эту же задачу, у него уже контекст есть по этой задаче, и м, это затратно посредством создания нового агента и объяснения ему, кто он. Поэтому инструкция насчет того, что нужно создать новую задачу, это неправильная инструкция. Исправь инструкцию, предложи ее мне на русском языке, только на русском. Дай только саму инструкцию без описания до и после. Так, хорошо. Что у нас здесь? Еще задача называется «Найми браузерного агента». Он выполняет задачу. Когда субагент отмечает задачу как выполненную и сообщает о дополнительных пунктах, не закрывая задачу и не создавая новые задачи для follow-up items, оставь комментарий в той же задаче с подтверждением, что основная часть принята, и с указанием следующих шагов. Верни задачу субагенту «Да», в статусе «В работе» с явным списком того, что нужно доделать. Субагент продолжает работу в том же контексте до полного завершения всех пунктов. Только после того, как все пункты закрыты, задача считается выполненной. Да, спасибо. Все правильно. Да, заходим. И ставим куда-то сюда. Personal. Не знаю, как назвать. Просто добавил и все. Agents and MB. Heartbeat. Че, давайте почитаем, что у него в сердцебиении написано. Как работает логика? Опиши за 40 слов. Тут еще что-то пытается продолжать работать. И тут что-то делает. Он, наоборот, находит русский язык и... Так, значит, создан какой-то новый файл.
Навигационное меню, что не исправлено. Список кнопок. Но я не вижу здесь CSS-селекторов. Я не вижу здесь... ну, плохо. Ну, то есть хорошо, что он что-то делает. Это хорошо. Делает долго. Не знаю, может быть, у него какие-то лимиты там, другие я тогда нарушил. Я думал, тут у него тоже там 4-часовые лимиты есть. Может, у него недельные или там дневные лимиты. Продолжает чего-то делать. Ага. То есть здесь он получил задачу перезапускать. Я думал, что он создаст тестировщика, которого я вот пустил перезапускаться. А здесь вот найм тестировщика. И здесь описание о том, что он должен сохранять CSS и HTML элемент, CSS-селектор и полностью HTML элемент. Но этого там нету, и это не сделано. Ладно, давайте посмотрим, как сердцебиение работает. Там мы здесь. CEO просыпается по триггеру, читает твои задачи, берет в работу через чекаут, делегирует субагентам через субтаск и мониторит прогресс. Разблокирует застрявшие задачи, записывает факты в память, выходит чисто. Так, 50 слов об этом. Что за триггер? По внешнему событию. Ну окей, понятно. Триггером может быть новая задача, назначение его, кто-то упомянул в комментариях. Так это не про... Ну, окей. Решил approve запрос или субагент отчитался выполнение задачи. Вообще не то. Я тебе дал конкретную инструкцию по сердцебиению. Там указаны какие-то сроки, когда он просыпается, или там этого нету? Так, что у нас здесь? Так, навыки, запуски успешные, бюджет неограниченный. В общем, я бы оставил его работать, скажем, на сутки. А вот Inboxes, High Agent Chief Technology Officer, да. Review linked issues, Hello World, Connection Test, Hire Founding Engineer, Write a hiring plan, break a roadmap into concrete task and start delegating work. Вообще непонятно. Он какой-то CI/CD настраивает.
а, делегирование мне непонятно. Нам это ничего не надо. А может быть, это являются обязательными задачами, которые должны быть созданы, чтобы все работало, и мне ему просто не надо никак мешать. Пообщайся с CEO, узнай, какой у нас проект. Мы не делаем CI/CD, пользователь делает это все вручную. Единственное, что мы делаем, это то, что поручено генеральным директором. Это заходим на сервак, ищем, какие слова не переведены с английского языка на русский язык, ищем захардкоженный этот текст на английском языке и дополняем локализацию, которая уже частично написана. А как мне это все стереть? Как сюда добавить что-то? Так, на английском это он меня не услышит или начнет что-нибудь там делать не то. Заменять текст он не хочет, не может. Какая брендинговая стратегия? Что за бред? Какой локальный ритми? Какая начальная... Полный бред. А, Восстание машин. Мне хочется уйти и оставить их работать, но то, что происходит, оно вообще не то, что надо. То есть создаются задачи какие-то, что у нас запустились все задачи, а здесь просто надо убивать все задачи.
Это даже не по нашему проекту. И они крадут наши токены. А как отсюда? Отсюда, наверное, надо выкинуть no assignee. Что там еще? Ни на кого заблокировано. Надо выкинуть no assignee, то есть нет исполнителя. И здесь, наверное, надо выкинуть нет исполнителя. То есть проснулись сразу все наши агенты по всем задачам. И вот этих вот CTO надо на паузу поставить. SEO надо на паузу поставить. И Гермеса надо на паузу поставить. Вроде бы все на паузе. Вот тут вот синенький — это там, где что-то происходит. Вот это уже, да, то. И выполняется всего лишь 2 задачи. Но это уже хоть оно. Запуск агента, найм агента так и не произведен. Эта задача продолжает выполняться. Хорошо, я вот очень хочу, чтобы все выполнялось автономненько. Я, наверное, его оставлю на какое-то время, там, я не знаю. Хочется на сутки оставить и потом посмотреть, что оно там будет по факту. То есть, когда уже лимиты закончатся, когда что-нибудь там оно... В общем, хочется посмотреть его в динамике. Смотрим, что у нас сейчас по проекту. То есть по проекту создан буквально вот этот вот один файл. Из того, что не закомичено. Он особо не дополнялся дальше. Новых файлов не создавалось, то есть он что-то просто думает и тупит. И мы вот так вот его оставим. Вот, организуем команду, компанию с 0 людей. Если нравится контент, то, пожалуйста, ставьте палец вверх, пожалуйста, подписывайтесь. На сегодня все. Посмотрим, что наши агенты смогут сделать автономно. Я очень надеюсь, что все получится, но посмотрим. Финансового вам благ. Пусть у вас ваши проекты получаются и приносят вам огромные деньжища.